Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, как постирать пуховые подушки, а также что с ними делать после стирки, чтобы они максимально быстро высохли и не было вот этого неприятного запаха от пера, а также чтобы весь процесс у вас занял минимум вашего личного времени и усилий. А для отжима я выставляю максимальное число оборотов в машинке, у меня это 1600. Также важно стирать жидким моющим средством для чувствительных тканей, для шерсти. Есть также средства специальные для стирки пуховых подушек. А лучше всего сделать моющее средство своими руками. Кому интересно, ссылочку я размещу внизу под роликом. Не советую использовать кондиционеры, ополаскиватели, потому что они могут повлиять на пух, и подушка уже не будет вот такой воздушной, пышной, а станет более плоской. А что же касается других деталей стирки пуховых вещей, не только пуховых подушек, пуховых одеял, но и также зимней одежды, вы можете узнать из моих других видео, все ссылочки я размещу под данным роликом. И, конечно же, в самую жару, сейчас в сезон, самое время заняться стиркой пуховых вещей. После стирки подушку обязательно нужно сушить на вот такой решеточке, чтобы вентиляция воздуха была максимальной и подушка быстрее просохла. Также ее не следует подвешивать вот так вот в вертикальном положении, потому что в таком случае весь пух будет собираться в нижней части подушки, и там он будет просыхать значительно дольше. Поэтому обязательно используйте горизонтальное положение для сушки подушки и равномерно распределяйте пух по всей поверхности наперника. Отмечу, что неважно, как вы постираете подушку, все равно после стирки будут образовываться комки пуха. Поэтому сразу после стирки, когда подушка у вас еще мокрая, очень важно все эти комки пуха разбить. Можно использовать какую-нибудь палочку. Вот у меня, к примеру, есть такая массажка. И хорошенечко простучать подушку и разбить все комки пуха. Можно использовать и обычную вешалку. Можно также взять и шлепалку для ковров и вот таким же образом ребром пробить подушку. Тогда у вас пух очень хорошо распределится по всей поверхности наперника, он не будет комковаться, лучше вентилироваться, и, соответственно, сушка у вас займет опять же меньше времени. Вот таким образом пух пробивать нужно в первые часы после стирки, потому что он еще мокрый, не очень хорошо вентилируется и может залежаться, завоняться. Поэтому пробить его обязательно нужно, и в течение первых 3 часов делать это регулярно. Поэтому поставьте стойку с подушками на видное место, чтобы вы их постоянно видели и проходили, и немножечко пробивали там буквально 30 секунд. Через несколько часов, когда подушки уже немножечко просохнут, в принципе, потребность в такой шлепалке отпадает. И очень важно уже руками начинать взбивать пух. То есть активно подушку встряхивать, чтобы пух менялся там местами, лучше просушивался, и, соответственно, тоже переворачивайте подушку. Поэтому важный момент: старайтесь постирать все свои пуховые вещи, подушки, одеяла, либо даже зимние пуховики именно с утра, чтобы у вас была возможность в течение дня, когда они еще мокрые, хорошенечко их пробить, повстряхивать, попереворачивать, потому что ночью никто этим заниматься не будет. Конечно же, подушки лучше всего стирать летом в жаркий день. За счет высокой температуры на улице, конечно же, они значительно быстрее просохнут, но опять же не надейтесь исключительно на жару. Подушки обязательно нужно взбивать, иначе пух все равно может провоняться. Еще очень важный момент по поводу размера подушек и как быстро вообще подушка может просохнуть. К примеру, у меня вот эта большая подушка, в ней 200 кг пуха. Это очень много. У меня есть также большое одеяло, я его стирала, можете посмотреть ссылочку, тоже в машинке. И одеяло содержит тоже 200 кг пуха.
Одеяло просохло у меня всего лишь за 12 часов в помещении, а подушка, естественно, сохнет дольше, потому что количество пуха на квадратный метр здесь больше, и поэтому занимает это больше времени. Если у вас маленькая подушка, таких средненьких размеров, как вот эта, она может у вас на балконе очень быстро просохнуть, особенно если соблюдаете все правила, которые я описала выше. А большая же подушка занимает приблизительно 2 суток, но обязательно следите за тем, чтобы перо полностью просохло, чтобы не было ощущения такой влаги либо небольшой сырости. Лучше подушку еще подержать где-нибудь на балконе, либо даже в помещении, пусть она полежит и перо окончательно просохнет. Вы можете ее взбивать там 1-2 раза в день, но обязательно нужно добиться полного просыхания подушки. И еще важный момент, если у вас подушка не вот такая воздушная, мягкая, а довольно-таки плотная, то есть у вас очень много пера и подушка средней жесткости, соответственно, просыхать она будет тоже дольше. Я посоветую вам сшить большой наперник, где-то в 2, даже возможно 3 раза больше, чем сама подушка, и в этом напернике стирать перо от всех ваших подушек. Тогда, во-первых, оно и лучше простирается, и также быстрее высохнет, если вы будете сушить перо тоже в этом большом напернике. Таким образом можно ускорить процесс сушки и улучшить качество стирки, если подушка действительно очень плотная. Друзья, пишите свои комментарии, я буду очень рада с вами пообщаться. А на этом все. До новых встреч!